тихий солнечный день, когда жаркое обеденное марево уже начинало подниматься над полями и холмами небольшого индийского региона, жизнь местных жителей текла в своем привычном и неспешном ритме. Крестьяне, закончив утренний труд на наделах, возвращались к домам или занимались мелким бытовым хозяйством, не подозревая, что буквально в сотне метров от них разворачивается настоящая борьба за выживание. Все началось, когда двое фермеров, проходивших мимо старого глубокого колодца, выложенного грубым сухим камнем, услышали странный приглушенный шум. Сначала им показалось, что на дне глубокой шахты плещется небольшая птица или туда упало какое-то мелкое домашнее животное. Однако, когда они осторожно приблизились к краю каменной кладки и заглянули внутрь, от увиденного у них перехватило дыхание. На самом дне колодца, в мутной и глубокой воде, беспомощно барахтался огромный взрослый леопард. Как выяснилось позже, дикая кошка, вероятнее всего, ночью выбрела из близлежащих лесных массивов в поисках воды или преследуя мелкую добычу. В темноте зверь не заметил открытого края и сорвался в глубокую каменную ловушку. Стены колодца были отвесными и абсолютно скользкими, выложенными без каких-либо удобных выступов, за которые мог бы зацепиться даже такой ловкий и цепкий хищник. К моменту, когда его заметили люди, несчастное животное провело в воде уже много часов. Леопард был на грани полного истощения. Его пятнистая шерсть тяжело намокла и тянула вниз. Дыхание было частым и хриплым, а лапы изо всех сил цеплялись за мельчайшие трещины в камнях, чтобы хоть на пару секунд удержать морду над водой. Было очевидно, что сил у зверя осталось совсем ненадолго, и еще через полчаса-час он просто уйдет под воду и утонет от невыносимой усталости. Слух о попавшем в беду опасном хищнике мгновенно облетел всю деревню. Буквально за считанные минуты вокруг колодца собралась внушительная толпа прохожих и местных жителей. Люди были искренне шокированы и напуганы. С одной стороны, перед ними находился один из самых опасных и свирепых хищников джунглей, способный проявить невероятную агрессию. С другой стороны, перед ними было абсолютно беспомощное, страдающее живое существо, гибнущее прямо на их глазах. Понимая, что официальные службы спасения диких животных или лесничие просто не успеют доехать до столь отдаленного места вовремя, деревенские жители решили взять ситуацию в свои руки и спасти пленника самостоятельно. Замысел требовал быстрой организации, смекалки и предельной осторожности. Опускаться вниз к испуганному и раненому леопарду было смертельно опасно. Оказавшись в замкнутом пространстве с человеком, даже обессиленный хищник инстинктивно попытался бы защититься. Тогда местные мужчины решили соорудить спасательную конструкцию из тех предметов, что находились под рукой. Кто-то принес крепкие пеньковые веревки, кто-то отыскал длинную деревянную лестницу, а главными элементом спасательной платформы стала обычная деревенская плетенка. Традиционная кровать на деревянной раме, которую часто используют для отдыха во дворах. Мужчины обвязали края деревянной кровати толстыми веревками с 4 сторон, создав таким образом устойчивый импровизированный подъемник. Сверху на платформу уложили и закрепили длинную деревянную лестницу, которая должна была послужить для зверя мостом, ведущим из глубины наверх к желанной свободе. Вся конструкция была аккуратно поднята над провалом и медленно, сантиметр за сантиметром, стала опускаться на дно каменной шахты. Наверху собрались самые сильные мужчины деревни, удерживающие натянутые веревки, в то время как остальные прохожие и жители замерли в напряженном ожидании. Когда деревянная платформа погрузилась в темноту колодца и зависла прямо у самой поверхности воды, леопард сначала воспринял ее с глубоким недоверием. Хищник зарычал, прижал уши и попытался отстраниться от незнакомого предмета, опасаясь опасности. Конструкция слегка раскачивалась, создавая шум и всплески.
Однако жажда выжить и непреодолимая усталость пересилили страх. Зверь понял, что это его единственный шанс спастись. Собрав самые последние остатки сил, леопард сделал отчаянный рывок из воды и взобрался лапами на плетеное деревянное ложе. Оказавшись на сухой поверхности платформы, животное на несколько секунд замерло. Леопард тяжело дышал, с его шерсти ручьями стекала вода, но он больше не тонул. Люди на краю колодца выждали небольшую паузу, давая зверю возможность немного перевести дух и осознать безопасность своего положения. Затем наступила самая опасная и ответственная фаза всей спасательной операции. Мужчинам нужно было плавно и слаженно подтянуть веревки, чтобы поднять платформу с тяжелым хищником как можно ближе к верхнему краю колодца. И при этом не испугать зверя, ведь от резкого движения платформа могла перевернуться, отправив леопарда обратно в воду. Сельчане действовали удивительно слаженно. Осторожно натягивая веревки, они начали подтягивать конструкцию вверх. Леопард, чувствуя, как подъемная платформа под ним приходит в движение, проявил поразительную сообразительность. Он не стал проявлять агрессию, а вместо этого ухватился лапами за перекладины деревянной лестницы, которая была закреплена рядом и уходила к самому верху. Ощутив под когтями надежную и твердую опору, зверь начал стремительно карабкаться наверх по лестничным ступеням. В этот момент люди, находившиеся у самого края колодца, проявили не только хладнокровие, но и быструю реакцию. Как только пятнистая голова леопарда показалась над каменным бортиком, спасатели мгновенно отступили назад на безопасное расстояние, освобождая хищнику свободный путь и не провоцируя его на нападение. Вексели секунд отделяли зверя от полной свободы. Выскочив из узкого проема колодца на ровную землю, леопард на мгновение замлел от яркого солнечного света и неожиданного пространства вокруг. Он не стал нападать на собравшихся людей и даже не оглянулся на своих спасителей. Почувствовав под лапами родную землю, дикий хищник с невероятной скоростью устремился прочь от места своего пленения, молниеносно пересек открытое поле и буквально растворился в густых зеленых зарослях ближайшего леса. На месте осталась лишь группа потрясенных, но бесконечно счастливых деревенских жителей, которые только что своими руками, благодаря находчивости, смелости и доброте, подарили дикому зверю второй шанс на жизнь.